Приветствую. Сегодня мы погружаемся в тему китайских инкубаторов. У нас есть материалы, которые описывают их как весьма доступные и популярные устройства. Всем привет! Вот такой вот приехал инкубатор из Китая. Сейчас мы распакуем, посмотрим и проверим, что же это за инкубатор. Стоит он немного дешевле, чем отечественные. Так, распечатываем. Что же здесь такое? Так, смотрим. Подставочки для того, чтобы делать влажность. Как раз подойдет сюда мой тоник. Так, убираем. Так, 3 подставочки для бутылочек, шлангочки, кабель питания, какой-то спрей, распылитель для спрея, бутылочка. Так, это убираем. Затем валики, ролики, наверное, 4 боковушки убираем. Дальше коврик. Ой. Пенопласт. Я так думаю, я, наверное, не буду вынимать из него. Пригодится будет для утепления инкубатора. Так, нижняя часть, верхняя часть. Ставим пока нижнюю часть. Попробуем собрать боковушки. Так. И как оно? Конструктор Лего. Все, я понял. Здесь должны быть какие-то винтики. Ищем. Точно есть и винтики, и микроотверточка. Вот такие вот. Да, таких отверточек я еще не видел. Одно соединение есть. Главное эти винтики не растерять. Так, одна часть готова. Давно не собирал конструктор Лего. Так, здесь у нас какие-то проводочки, осторожнее.
Это я любитель поломать. Так. Кстати, забыл показать. Это кабель, наверное, для того, чтобы от аккумулятора питать инкубатор. Если вдруг пропадает свет, отложим в сторону. Так, здесь собрали. И еще одна запчасть. О, смотрим, клещик. Так. О. И последний винтик. Отверточка прям зачетная. И китайцы молодцы, положили запасные винтики на случай того, если кто-то потеряет парочку из них. Так, смотрим, как же она должна... О! Просто так накладывается. Интересно. Так, дальше будем... Распечатаем наши ролики. Возьму ножик. И раскладываем.
Кстати, а инструкции-то вроде как и нету. Вот одна какая-то бумажка и все. Вот такая вот инструкция. И все. Кстати, да, правильно собираю. Ой, цветная. Главное не потерять. Так, раскладываем дальше. Этот без шестеренки. То есть, получается, эта часть не вращается. Так, разложили. Так, наверное, надо было снизу коврик положить. Нет, это сверху. А, я понял, это когда вылупливается, подкладывается коврик. Все, понятно. Так, а теперь что у нас тут? Крышечка. Вот соединение клемм. Опа. Короче, как-то вот так вот. Наш чудо китайский инкубатор собран. А теперь разобраться, куда бы подключать эти шланги. Здесь для просвечивания яиц. А куда же подключают шланги? 220 от аккумулятора. Наверное, нужно будет все-таки пройтись термоклеем, чтобы эта конструкция была более надежной. Хотя бы, то есть, нижнюю часть. А пенопласт я выбрасывать не буду, будет служить в качестве утеплителя. Осталось разобраться, да, куда идут шланочки. Придется все-таки почитать инструкцию. Вот так вот. Здесь резьба, закручивается бутылочка, переворачивается, по всей видимости, да. Все. Так, я решил все-таки проклеить это все дело термоклеем. Кстати, я нашел, где эти соединения. Вот здесь 3 штучки, вот они проходят. Так, вроде все.
теперь показываю вам, как подключать. Так, вверх ногами. Вдеваем шлангочки. Есть раз. Так, я это уберу. Все, теперь намного надежнее. Вот так вот. Перекладываем наши ролики. Так, что-то. Так, вот это мы будем использовать в качестве утеплителя. Я так думаю, мы еще здесь по бокам вырежем кусочки сферодура, чтобы данная конструкция инкубатора меньше теряла температуру. Так, в принципе, все. Осталось налить бутылочку. О, кабель питания. Кабель питания. Он подключается к верхней части. Так, коврик нам пока не нужен, поэтому подкладываю его под низ. Опа. Так, подключаем. Есть. Подключили. Есть. Кстати, я так думаю, что так и было задумано, потому что смотрю, вот здесь вот специальный вырез для того, чтобы можно было работать с табло. Сейчас мы включим на тест. Так. Так, смотрим. Настроечки. Температура. Это, наверное, какая-то влажность. Еще надо почитать инструкцию. Здесь питание от аккумулятора. Здесь питание от сети. Так, здесь вот будут стоять бутылочки для влажности. А здесь у нас стоит вот такой вот агрегат. Это, грубо говоря, танковый
аккумулятор и блок бесперебойного питания. Так что нашим яйцам не страшно ничего. Итак, закладываем последние яйца. Здесь у нас вот эти вот беленькие, это легероны. Вот эти вот желтенькие, коричневые с печатками, это Lemon Sandy, Lemon Brown. И вот эти без печаток, это наши домашние. Наших домашних сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 штучек. Ну что, запускаем. Подключаем контакт. Накрываем для утепления. Так, на первый день мы влажность не повышаем, поэтому будет вот так вот. Где наша сеть? Подключаем сеть. Итак, рекомендация по первому дню 38 градусов без поворота. 38 градусов выставили. Вот можно меньше делать, больше. Подтверждаем программу нажатием кнопочки Set. Дальше здесь у нас температура. Это у нас поворот яиц или без поворота. Без поворота. Стоп, что у нас? Вот так, без поворота. Все. Что за сигнал? Все. Теперь ждем результат через 20 дней. Сейчас поправлю только проводочек. Лучше на яйца положу. Все. Здесь я, наверное, по бокам еще стиродором обложу, чтобы были меньше потери по электроэнергии, по теплу. Ждем через 20 дней. Итак, по бокам мы это все обложили пенопластом, не пенопласт, а стиродор. И таким образом утеплили наш инкубатор. Также заметили еще один нюанс. Оставили пока 2 бутылочки. В одной бутылке воды почти нету, во второй еще есть. А третья вообще была полная и не выходила. То есть очень важный момент, нужно выставлять столик по уровню. Еще по повороту работает, не очень, можно сказать, хорошо. Яйца все сбивают в одну сторону. Вот так вот. Это все выглядит. Там дальнее яйцо вообще в самом краю. Сработал сигнал, что температура понизилась. Сейчас 36,9.
Еще есть один из недостатков, видите, то есть запотевает экран за счет испарений. Все это там под пленочкой. Вот так вот кнопочкой плюс включается поворот яиц. Так, первое проветривание. Снимаем пенопласт. Снимаем крышечку, отключаем питание. И отключаем. Смотрим, как яйца расположились. Здесь стоят вертикально, в углу сбились. Вообще сюда залезла. Так, держи. Итак, подытожим. В данном китайском инкубаторе есть автоматический переворот яиц каждые 2 часа. Есть возможность выставлять температуру с шагом 0,1 градуса. Возможность создания влажности, но нет гигрометра. Нужно докупать отдельно и непонятно, как регулировать влажность. Корпус надежный, пластмассовый, в отличие от пенопластовых. Его можно помыть в любое время, но в это же время тоненький и плохо держит тепло. И как следствие повышенное энергопотребление. Поэтому нужны доработки в виде утепления боковых сторон, а сверху и снизу мы оставляем пенопласт из упаковки. А так, в целом, инкубатор топ за свои деньги.